Всем авы. Меня зовут Тейвил, и добро пожаловать в Грань. For English-speaking audiences, hi, and please don't forget to turn on these subtitles. We've meticulously translated everything from Russian into English. Мы будем рады, если вы поставите лайк и напишите о своих впечатлениях в комментариях к этому видео. Это поможет нашему обществу Грани стать намного больше. Также приходите в наши каналы в соцсетях, Телеге, ВК и Дискорде. Там мы ежедневно пишем что-нибудь новое про сеттинг Грани. Приятного всем просмотра! «793 год от Рождества Христова. Добро пожаловать в мою башню. Мою летнюю башню. Приятно познакомиться, меня зовут Мерлин». Ну, на Реме это имеет просто колоссальное влияние. Что? Мерлин? Вы слышали про меня? Да, слыхал, он немножко трясется и такой опирается на камень, пытаясь сделать вид, что его это не особо как-то волнует, скажем так. Да, там, откуда вы достаточно известная личность. Он, знаешь, внимательно смотрит на тебя, ты чувствуешь, как будто в твоем, на уровне, где ты думаешь, да, это же как диалог с самим собой, появляется какая-то третья личность на мгновение. Ну, а там в это время я такой keep it cool, Ремик, keep it cool. В целом, я думаю, я слишком ошарашен, чтобы сопротивляться. Буквально на мгновение, после чего он берет, значит, посох, делает какие-то пасы руками, делает знак в район, рядом столик неподалеку стоит. Там появляется чашка кофе. Насколько я понимаю, это напиток, который может вас немножко успокоить. Да, трясущимися руками я принимаю эту чашку кофе. Хороший кофе, арабика. Наверное, даже тот сорт, который я люблю. Да. Так и что за задание, великий, многоуважаемый Мерлин? Я проводил ритуал, чтобы найти чемпиона, который поможет мне справиться с проблемой, которую я не могу решить. Я хочу кое-кого спасти, кто уже погиб. Погиб много сотен лет назад. И что-то мне мешает. Возможно, угасание магии? Yes. Говорит, да, я сам это чувствую, приближается время, когда исчезнет уже 4-й круг. Говорит он, благо у меня еще остались некоторые артефакты, но нет. Я могу возвращаться в прошлое благодаря этому якорю. Он работает всего несколько разных десятков лет в предыдущей истории, но в будущее я попасть не могу. Но каждый раз, когда я попадаю в прошлое и начинаю разворачиваться, расходиться, мои усилия обретаются прахом.
Что-то мне мешает. Я достаю книжку, которую я сохранил, перелистываю ее. Может быть, это как эмиссары? Знаете что-то про них? Нет, никогда не слышал. Вообще, то, что он описывает, похоже на то, как в Грани говорят, как время мешает менять историю. Ну, я тогда, наверное, описываю ему и эту теорию. То, что время... Знаете, мы выяснили в моем времени, что само полотно пространства и времени мешает его изменять. Да, звучит как то, что происходит со мной. Но с моим опытом и с твоими знаниями грядущего мы можем добиться очень многого. Я изобрел один артефакт, говорит он. Достает том. Достает какой-то другой том. Пыль. Да, пыль, собственно, разлетается. Ты дал мне много о чем подумать рассказом о том, как само время сопротивляется мне. И за сим я буду думать насчет того, как с этим бороться. Угу. Но одному мне это не под силу, конечно же. Ты в своем времени, я в своем. Тебе протаскивает, дает тебе том. Угу. Когда-то в какой-то момент... Да, один из томов. Когда-то в какой-то момент этот открой том. Достает перо, макает, открывает том, пишет на первой странице, собственно, Мерлин. И у тебя появляется надпись Мерлин на томе. Я напишу тебе. Угу. Я почту за честь принять ваше знание и задание. А есть еще один способ, которым мы, возможно, сможем опосредованно взаимодействовать. Знаешь, я достаю какой-нибудь блокнот у себя и, ну, во-первых, вписываю координаты на случай, если он сможет их понять. Во-вторых, достаточно точно, насколько я могу, сейчас за небольшой промежуток времени, указания, как добраться до вот того грота, того пещеры, где мы с Отрисом устроили базу. Если вы что-то захотите мне передать через толщу веков, оставьте это здесь. Мы это найдем. Это самая дальняя точка, в которую мы можем путешествовать, apparently, кроме как здесь и сейчас. Это интересные места, говорит он. Но хорошо. Значит, мы можем не просто связываться, но и, по крайней мере, я могу вам что-то передавать. Когда придет время, ты откроешь книгу и увидишь там сообщение от меня. Работает обратно? Да. Я пробую написать Реми под Мерлином. У него, он открывает, показывает тебе. Но что самое главное, я попробовал все защитные заклинания, и если мои расчеты верны, такое огромное количество защитных заклинаний позволит нам переписываться и сквозь время, самое главное. Поэтому, как только ты вернешься в свои времена, напиши туда, и я напишу в ответ. Ты понимаешь, что, судя по всему, вот этот вот рывок сюда, в это время, тебя больше притянули, чем ты сам туда отправился. То есть я напитал тот якорь, и он активировался, и это позволило, видимо, тот якорь с этим якорем как-то связан. Благословлен будет твой путь, Астарт. Я накладываю руки на камень и отправляюсь в обратную сторону. В момент, когда ты переходишь через мембрану в эту комнату, будто немножко восприятие для тебя замедляется, что в принципе довольно привычное для тебя ощущение. Только обычно для этого нужны какие-либо вспомогательные элементы. Сейчас явно и без них твой разум справляется. Ты проскальзываешь внутрь помещения. Буквально эхом где-то позади ты слышишь голос авангарда. Башня манит, башня таит. Но при этом, когда ты выходишь, ты понимаешь, что авангарда ты не видишь рядом. Его нет, он с тобой не прошел. Давьен осматривается, чуть присняв очки, смотрит в сторону мембраны. Пусто, как будто там никого нет, как вы все зашли в помещение. А вокруг никого!
Ни авангарда, ни твоих товарищей, никого. Только полукруглое помещение с шкафами по периметру расставленными так вот в этого полукруга, столами, каким-то люком с красным крестом и колодцем в середине этого помещения с торчащим из него желтым камнем из песчаника. В камне при этом видно, что в нем есть дырка. Дамьен идет вперед и рассматривает окружающие стеллажи. Огромное количество книг, в основном с латинскими корешками, ну, на латыни точнее. Ты делишь мысленно помещение на 3 части. Один сегмент о, собственно, заслугах тамплиеров здесь, во Франции. Один сегмент о заслугах тамплиеров в Святой Земле. И один об исследовании магии, а точнее о том, почему она утекает. Дамьен берет пару книг, открывает их, перелистывает некоторые страницы, проглядывает, что там написано. С какого блока берешь? Дамьен берет сначала из того, где проутекает магию. В основном описание, рассказы о массовых вич-хантах, которые происходили в 9 веке. Дамьен просматривает еще пару книг из тамплиеровских, где и об их заслугах на Святой Земле, и об их заслугах на... Слуги на Святой Земле в основном рассказывают о том, знаешь, немножко неизвестной тебе и, возможно, даже неизвестной грани истина об ордене тамплиеров, о том, что они, как многие организации в будущем, как такие полумистические, назовем их так, они не просто воевали за Святую Землю, как всем известно, они не просто содержали мощных паладинов и клериков, как известно, грани, но еще также они охотились за магическими артефактами, за магией, за способами борьбы с магией, в первую очередь. И они разрядили все от Синайского полуострова до Киликийской Армении. Дамьен смотрит на книги и пытается... Цепляется или глаз его за что-нибудь, за какую-нибудь из книг? Ну, ничего такое, все, в принципе, более-менее юниформ. Ты находишь что-то типа мануала по борьбе с низшими демонами. Дамьен перелистывает пару страниц. Самое главное, что ты узнаешь, то, что лучшее оружие против демонов — это вера в Христа и силы, которые значит, могущественные католические священники и паладины применяют против них, а также то, что есть некоторые люди, иногда не люди, демонологи, которые пытаются воспользоваться какими-либо рычагами управления демонами, и самым-самым-самым, наверное, серьезным рычагом управления является его истинное имя. Дамьен, собственно, просматривает эту книгу, закрывает ее и кладет за пазуху. Дамьен подходит к люку, смотря на него. Крест чем начерчен? Краской? Видимо, да, но, видимо, она как-то магически была укреплена. Дамьен опускается перед ней на корточки, проводит пальцами по краске, потом принюхивается. Акриловая. Я не знаю, ладно, не акриловая, просто краска. С чего, с некоторым временем, посмотрев на люк, пытается его открыть. Люк легко поддается, ты открываешь его и видишь тускло мерцающий свет внизу и какой-то такой звук. Вот. Постоянный звук, как бы? Да. Причем с разных мест внизу он запускается, выключается и так далее. Это похоже на какой-то механический звук или на живой? Живой. Сказал, что типа кликотание. Клёкот. То есть что-то птичье? Ну нет, не птичье, это такой, ну, стон, ближе к стону, да. Moaning. Эй! Он туда крикнул. Слышишь ты? В ответ. Вы меня слышите? Вы меня понимаете? Кто вы? Если вы люди, то ответьте. Если вы не люди, то сейчас ничего не отвечайте. Церебрум. Дамьен задумается. Мозги. Церебрум. Дамьен некоторое время думает, потому что
А, вы зомби? А что вы там делаете? Ну, ты продолжаешь слышать это стонание, как бы, ну, не имеет какого-либо определенного паттерна. Дамьен поднимается, делает себе отметку в голове. Составить французско-зомбийский словарь. Дамьен подходит к стеллажам, смотрит на книги, выбирает какую-нибудь книгу типа «Воспитание души и тела» и там все такое о причащении. О праведном христианстве берет И совершает страшный грех, я правильно понимаю? и бросает ее вниз. А, просто книжку. Да. Я думал, ты подожжешь. Ну ладно, хорошо. Мне нечем пока поджечь. Пум! Прошу прощения. Как-то не задался у нас диалог. Закрываю. Крышка закрылась. На потолке ничего нет, кстати. Просто потолок. На потолке надпись на французском. Причем она сделана чем-то красным. И французский, он, мягко говоря, сильно старофранцузский. Предали нас здесь 1312. Дамьен смотрит на эту надпись. Немного убирает очки на лоб. Дамьен кладет руки на камень. И смотря в эту дырочку, вот, затем на секунду останавливается, выпрямившись, убрав с него руки. «Я ненадолго!» — крикнул Дамьен. «Не пропадайте тут! Будьте на месте, никуда не уходите!» И положив руки на камень, он медленно вдыхает, закрывая глаза, начиная чувствовать, как он начинает вдыхать в само время. Ты Чувствуя проваливаешься резонанс. вперед, как обычно, вот это вот проваливающееся ощущение, и в потоке, где практически без каких-либо ощущений как такового, тебя тянет куда-то в четко определенное место. Дамьен, знаешь, летя в этом потоке, Дамьен, тем не менее, прислушивается к ощущениям максимально. Он открывает глаза и, видимо, ничего не видит. Естественно. И тогда Дамьен, летя в этом потоке, в один момент, словно бы вновь задается вопросом и максимально прислушивается к своим ощущениям, то, насколько он ощущает этот поток, насколько он его чувствует, а затем пытается нарисовать это у себя перед глазами, этот поток, пытается его визуализировать, что он видит. Есть что-то на Стену, в которую он летит башкой. И он сейчас воспринимает это так. Он видит это так. Тогда Дамьен, видя И эту стену, это welcome collision. Дамьен выставляет перед собой руки вот так вот, а затем, словно бы смотря на эту стену, в его голове вновь всплывает фраза «The borders and the walls» и пытается лететь и пробить эту стену, пролетев дальше через нее. Ты кидаешь wisdom save. Ты влепляешься в эту стену а-ля голубь в лобовое стекло автомобиля, но ты тот голубь, который после этого полетит и будет говорить, что я влетел в стекло автомобиля и выжил. И напечатает это на майке. После чего ты сползаешь и выпадаешь в какое-то время. И первое, что ты чувствуешь, это очень жарко! Просто очень жарко! Здесь пожар. Ты в В голове башне. проносится мысль «это жар победителя». Ты в башне, и здесь пожар. Ты вылетаешь, ты понимаешь, что, видимо, вылетев, ты кого-то придавил немножко. Дамьен упирается и поднимается, смотря вокруг сквозь синие очки и пытаясь понять, что вокруг, где он, что, где, куда. Ты в этой же башне. Абсолютно тот же антураж. Видно, что огонь не, как бы, буквально по границе того места, которое было, типа, которое ты помнишь как стеклянную сферу, которая окружала вот это все. Вот. Начинает приближаться, и стоят два мужчины в деяниях с крестами, которые активно пытаются что-то кастовать. Кто-то внизу еще, тобой, причем кто-то тяжелый и холодный. Дамьен поднимается с этого того, кто тяжелый и холодный, и смотрит на него. Ты видишь затылок, видимо, это какой-то рыцарь-тамплиер, прям рыцарь, у него доспех надет на нем. «Вы тут очень не вовремя лежите», — говорит он, поднимаясь с этого рыцаря на французском. Рыцарь как будто... Знаешь, он пытался тоже подняться, но когда ты заговорил, он как будто немножко остолбенел. Дамьен поднимается, дает ему руку и пытается его поднять. Салютон. Пришло время это
по-французски. Для чего? Время не пришло, время уходит. Он поворачивается на тебя, и происходят две вещи. Он на тебя смотрит немножко ошарашенно, но, знаешь, с таким принятием судьбы в глазах. А ты смотришь на него и понимаешь, что это лицо того самого хранителя, с которым вы сражались. Прошу прощения, кажется, в будущем я убил ваш призрак. Дамьен Сенклер. Вроде того. А мы знакомы? Только сейчас и так ненадолго я погибну здесь. Не знаю, может быть и нет. Может быть, да. Я видел ваш призрак. Не знаю, когда вы погибнете здесь, потом где-нибудь еще. Он срывает шлем, ты видишь, что это молодой мужчина, достаточно таких выточенных, черт лица, побритый на лысо. Вот, с таким, немножечко даже не округлым, чуть подвытянутым, но овальным, таким, более-менее гладким лицом, без особых выемок и въемок, я не знаю, как это назвать. Вот, смотрит на тебя и резко хватает тебя за шиворот. Тихо, 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 хватаю его за руку. Он говорит: я помню это, и это произошло именно так. Ты будешь мной. Через много-много-много жизней ты будешь мной, говорит он. Чего? Ты умрешь, ты будешь жить другой жизнью, пока не произойдет трагедия, и ты не вспомнишь себя тогдашнего. И ты потом снова умрешь, и произойдет трагедия, и ты снова вспомнишь себя, живя третьей жизнью. Сейчас это что-то типа четвертой, говорит он. Ты перерождаешься, Дамьен. Ты умираешь и перерождаешься. Нет, я, конечно, многое принимал, но таких трипов у меня еще не было. Замечает он. Как же я забыл, как все воспринимается неверно, не чисто от всех этих рекреаций, отмечает он. Ваше имя? Слушай меня внимательно. Как меня зовут, сейчас не имеет никакого значения. Я — это ты через две жизни. Ты перерождаешься в прошлое, и я не знаю почему, и я не знаю, как это остановить. Я буду копать и добираться до глубин истории, и я знаю, что это момент, когда я это узнал. А теперь ритуал почти завершен, и если ты не хочешь здесь стать хранителем и зависнуть здесь окончательно, или еще хуже, быть слитым в суп из зомби, он тебя прибивает просто рукой к камню. Тревель. А куда? Обратно. Тебя втягивает внутрь. Как будто, знаешь, такое ощущение, как будто тебя кто-то, ты натягивался на какой-то очень большой резинке, которая тебе вокруг тебя обвязали канат. И в этот момент ты достиг предела этой резинки. И ты понимаешь, что происходит дальше. Она лопается. Тебя выносит обратно, потому что резинка крепче, чем ты. Тебя выносят обратно, ты держишь, чувствуешь, как ты держишь за руку себя, по крайней мере, того, кто клеймит быть тобой. Вот. И выскальзывает латная перчатка у тебя из пальцев. Момент, когда ты вылетаешь назад, ты вылетаешь из песочника, из камня, пролетаешь в мембрану и приземляешься в середине своей партии. У тебя подворачивается нога. У тебя lingering injury под названием Sprained Ankle, которая уполовинивает твою скорость вдвое. Половине вдвое, это и так половина. Ты понял, да. Снижает твою скорость вдвое. Ты можешь делать дэш только если ты пройдешь Dexterity Save DC-10. И если ты его провалишь, то упадешь. А также магическое лечение или Long Rest уберет этот эффект. То есть, говорю, ты потянул ногу.
вы вылетаете из этой мембраны, все по-разному, кто-то выходит, кто-то вылетает. Все оказываетесь в одном помещении, кроме Дамьена. Буквально через малое мгновение Дамьен вылетает оттуда, просто распластавшись по полу. Это Дамьен снова смотрит себя. Знаешь, Дамьен так лежит, и такой, Сесострис нагибается. Дамьен, Ты загораживаешь потолок, Сесострис. Кто это тебя так? ты чего? Время. Это все потому... Знаешь, Сесострис, я понял одно. Да. Время — это женщина, и она сука. Я думал, ты любишь женщин. Люблю, но некоторые из них суки. И ты любишь их еще больше. Не всегда. Так, говорит Максим, снимая тубус, вернее, вытаскивая тубус из-под мышки, так, откручивая крышку, я достаю достаточно здоровый рулон, разворачиваю его, говорю, так, кто может это читать? Сесострис. Наше время настало. Встаете, да. Дамьен хрустнет спиной, поднимается. Да, я его вот так вот держу, и налобный фонарик освещает собственно, карту. Чуть поправляю очки. А Яна все равно подносит свечу. На каком там языке написано? И там, там много разных языков, но, грубо говоря, все, что он прочитал, он тебе рассказывает, это, в принципе, подтверждаешь, так и есть. Единственное, что он не смог прочитать, это надпись внизу, рядом с римскими цифрами, которые помечены около этого места под названием Руан. Вот. И там на латыни портал градации Топаз. Градация Топаз. Он смотрит на Сесостриса. Вы, босс, гораздо дольше в, скажем так, бизнесе тайм-тревелеров. Что-то знакомо вам? Никогда не слышал о таких обозначениях. Но я выяснил очень интересную информацию, Максим. Да? Помнишь, ты рассказывал о деве, что приходила к тебе в монашеской робе и нарисовала рисунок? Я выяснил, что под монастырем скован очень сильный демон, которого зовут Кшвагр. Это что-то польское? Meanwhile, я держу этот огромный том мэриновский в груди, чуть едва вот с усилием отрываю его, открываю очень аккуратно и мелким-мелким шрифтом, чтобы там оставалось побольше времени, пишу: я прибыл, год 1429. Забыл спросить, а кого вы хотите спасти? Боудикку. Как? Боудикку. Это кельтская вождь, которая подняла восстание против римлян. Что это за книга у тебя? Очень древняя, интересная книга. Я такой не видел. Ну, я тут побеседовал с интересным старцем, который представился Мерлином. Мерлин? Каким? Вот про это ты точно слышал? Да, понятно. Ты воспользовался тем камнем перемещения, который там был? Временным? Конечно, я воспользовался тем камнем перемещения. Ты его активировал. Ну что ж, отправляемся тогда очищать монастырь от исчадия тьмы. Сесострис, ты еще чувствуешь, как два браслета, которые ты подобрал в библиотеке, оттягивают тебе, куда ты их положил? Да, кстати, я нашел еще 2 магических артефакта для меня и тебя, но только использую их очень аккуратно. Эти браслеты позволяют понимать все языки и говорить на этих языках, но они сводят с ума. Дамьен по дороге зато успевает немножко начитать информации, что с демонами ни в коем случае нельзя заключать сделки, все сделки с демонами ригд. Даже используя его истинное имя, опасайтесь заключать сделку с ним, потому что грубо говоря, если вы произносите истинное имя демона и ему необходимо отправиться обратно в ад для того, чтобы для вас сделать, то остальные демоны впишутся за него. То есть ты получаешь такую вайбу демонической братвы на самом деле от этого всего дела. Единственным рациональным использованием истинного имени демона является его изгнание от сейчас и до конца времен. По крайней мере, сейчас он исчезнет. Вот Джанна проведет ритуал, а мы будем сдерживать демона, пока она будет читать. Или... На самом деле за этим можно обратиться к настоятельнице. У нее уже есть опыт по изгнанию всяких... Настоятельница, скорее всего, в курсе.
А Яна так мечтается. Ты А может, думаешь? она за нас победит демона, а мы захапаем сокровища. Ты думаешь, у тебя надо есть сокровище, он там в тюрьме. Ну, да, У любого Дамьен демона должно быть сокровище. Дамьен поднимает палец, не отрываясь от книги. Но всем известно правило, что у каждого крупного босса обязательно должны быть сокровища, которые потом отважные приключенцы у него забирают. Это, по-моему, только про дракона. Это ты где читал такое? Ну, это в каждой компьютерной игре. Пятая редакция. О, Что за ДНД? Ну, тебе потом расскажу. Научим, когда вернемся. о, а Яна такая, Я так слы- Баластуми, босс. Я слышал, какие-то очкарики в нее играют. Да. Ох уж Дамьен поправляет очки. Могущественный демонопоклонник. Сейчас в монастыре должно быть как минимум еще 2 знаменитых рыцаря. Жан Мец и... Бертран де Вот к ним и Бертран обратиться. де Мы же Паланже. знаем, где находятся их палаты. Келья. Как это там у вас называется? Кельи. А, да. Приблизительно. Должны знать. Я- И Да вы никаких достаточно- толковых инструкций он переворачивает, как Достаточно его убивать. близко к монастырю, вы понимаете, что вы слышите звуки боя. О, мы опоздали. Подходя уже совсем ко входу в монастырь, вы, вы слышали звуки боя, но вот сейчас вы заходите в Барбикан и понимаете, что бой происходит в часовне. О, а там я я не была- разгонял. уже добежал? Я Духа. туда. Да, собственно, Дамьен- ты... Ну, я бы сказал, что ты первый, но как бы он быстрее тебя, потому что у тебя А инжури. часовня где? Не-не-не, На пока мы бежим, я башенке кричу, типа, наверху строимся в ставь. порядок Нет. боевой. Вы чё? Вот. Как бы нормально забегаем, не как идиоты. Дамьен кричит авангарду: лети к витражам, смотри, что вот в часовне. Он смотрит, говорит: 2 рыцаря пали, много каких-то жирных тварей и демон с когтистой бородой. Перестраиваемся. Вперед. И я захожу вперед, как бы вышибать дверь. Хорошо. Значит, резко дверь открывается, и вы На видите, древнеегипетском выкрикивая во имя Амон-Ра. вы видите, что Бертран и Жан раненые лежат на... Рыцари Жанны. Да, на, собственно, между лавками. Вот. А сама Жанна сражается мечом одного из них. В округе вы видите существ, которые как будто слеплены из тел 5 мужчин. И выглядят они как такое, блобнутое, жирное, огромное тело. Один такой или несколько таких? Несколько таких. Сколько? Господи, 3. Они по периметру? Заявка. Они там тоже сражаются, они просто вокруг стоят и хохочут. Ну и вперед Заявка Давай есть. заявочку. Можно? Подожди, Юджин начал раньше. Собственно, Куницын бросается, знаешь, в несколько буквально таких огромных прыжков, оказывается рядом с Жанной и рявкает на немецком, типа «Назад!» и закрывает ее собой. А Яна? Ну, Куницын уже двинулся, так что без разницы. А хотя, нет, она вместе с Куницыным бросается и пытается поймать девочку, чтобы ее, собственно... Когда прямо он, собственно, скры- искал назад. Назад, но как понятно. она летит именно, она не бежит, она Ну, девочку понять поймать Жанну. сюда. А когда Да, и Куницын понять закрывает ее Жанну, своей спиной, я ее хватаю на шею. я выстраиваюсь между Куницыным и дьяволом с щитом. Потому что как раз И начинаю его дьявол атаковать. понял, что it means business, и, демон, и он заносит свои когтища. А вы? Дамьен все еще держит книгу, быстро перелистывает на те страницы, где говорится про использование истинного имени. Как это делать? Просто называется имя? Ты говоришь речитатив на 3 раунда. На 18 секунд он займет у тебя произнесение с вставкой Номини имени. Патрем. И номини Патрем. Он мысленно: авангард, прикрывай меня. Сообщай, когда мне резко отпрыгивать назад или уворачиваться еще что-то. Ворон Это залетает мысленно. наверх. И начинает зачитывать. Когда все сорвались вперед, я не стал торопиться. Я продолжаю потихонечку идти. Позевывает. Сколько можно уже? На ходу сначала создавая Woodcarver Tools, а затем свой Eldritch Cannon в виде One Hand обреза. Ролл инициатив. Уже наконец. Дамьен начинает речитатив. Ходит Куницын.
Как мы... Короче, внезапно Куницын начинает двигаться с нечеловеческой скоростью. Кто-то из вас rubbed off of him. Он начинает двигаться реально в его фигуру размыто. Это Zephyr Strike. Заявка и... Это был бонус экшен. Ага, хорошо. Я выхватываю светящийся белым каленый, да, собственно, шорт-сорт Жанны. I give myself advantage on that roll. Атак экшен против Дьявола. Демона. Нет, я это не хочу. Да. И не провоцируя opportunity атаки, я отхожу назад. Зефирка. Хорошо. А Яна, собственно, относит девочку подальше от битвы. Жанна пытается поначалу упираться, но перестает сопротивляться, потому что ты немножко сильнее в плане крыльев. Б, она видит, что бой приняли другие на себя. Но она начинала с того, что нет, я должна сразить этого демона. А потом немножко примолкла. Потом я говорю, тише, это не твой бой. И, собственно, где-то какая-то колонна есть, такое безопасное. Можно за лавку последнюю закинуть. И она садится около лавочки и говорит, прячься сюда, и, собственно... Так, это как экшен читается? Напомни мне, есть ли у тебя лук? Лука у меня нет. Все, хорошо. Ты выглядишь как ангел. И ангел вынесли деву Ангел из... с луком. Ты же все еще под альтерсом. Да, она должна была... это О всё, боже, меня ангелы ангел. меня вынесли. Она еще не успела понять, что произошло. Ход Сесостриса. Так, ну шо ж. Внезапно перед тобой выпрыгнул Куницын, долбанул по демону светящимся этим. Демон как отреагировал на... Ну, собственно, Сесострис, отбивая атаку демона, пытается ему это в подбрюшье Написать. натыкать мечом. Я использую Boomblade. 9 урона. Собственно, Action Search. Значит, собственно, ты наносишь ему удар, снося один из его вот этих вот зубастых бородей. Бородей? Ну, не знаю, Он сегментов бороды. Нет, он повыше вас, но он видел. Потом по ним полазить. Я уже понял, к чему. Я тебе напомню, на Хьюджоу можешь залезть, на Ладжоу не можешь. Но он все равно, как, сразу я думал, я не попал, короче, второй раз. Сколько? Ну, там, 7. 7. Хорошо, значит, вторую атаку, подготовившись, поняв, что происходит, он отбил. Сколько было урон? 9? Да. Хорошо. Значит, молнии обрывают его ноги. Собственно, я ему еще кричу на древнеегипетском. Давай, злой дух, покажи, на что ты способен, грязная тварь. Так злой дух или грязная тварь? Ну, Одновременно можно быть и злым духом, и грязной тварью. Нельзя быть и грязной тварью, и злым духом. Давай раздолбай его. Я, знаешь, так еще типа щит выставляю, типа, знаешь, как в сторону, типа, давай, ну, типа, покажи, на что способен. Ход демона. Ну, Значит, демон под шквалом ваших атак собственно, с молниями, что у его ног появляются при атаке Сесостриса. Ну, я Boomblade, да. Кричит. Грязный здесь ты, змей с рассвета времен. На древнеегипетском. Ну ты с рассвета времен, а он вообще хозяин. А ты вообще, да. С горы. The Dawn of Time, как бы, тащим-то, это не хрен собачий. Не, non penis canina. Но пенис канис эст. Я себе так и представил, что вот после этой фразы змей такой наш перенос, и Максим такой, ну, ты все в порядке, ты с рассвета времен. А ты вообще кто вообще реально? Значит, из-за спины у него появляется огромная глифа. Но в момент, пока он ее достает, ты понимаешь, что
на его бороде, на конце, короче, есть serrated edges, такие, ну, грубо говоря, наточенные клинки, колья и цепи. И вся эта радость в тебя зиданит. Давай, зидай. 16. Ну, нет. Значит, это легко просто отбивает его удар. Так. Это на все, что способен, грязная тварь. И теперь прилетает глифа. Ну, давай. 19. Нет. Это уже отбивает легко наш перевод клинок. Ну, не так легко. Сейчас уже не так легко. Но перевожу клинок, и всё нормально. Перевод. Да. Вот. Переводишь клинок, и ты понимаешь, что на кончиках, короче, лезвия этого горит инфернальный огонь. И ты знаешь, что такое инфернальный огонь. Это то, что тебя ранит, и оно продолжит гореть. Подожди, то есть я сейчас вижу оскверненный огонь? То есть он осквернил пламя священное? И это вводит в неистовство. Извините, у тебя нет рыжих. Рыжий условен. Хорошо. Значит, Жанна осматривается и спрашивает, как твое имя, посланница Христа? Блин, ой, это надо срочно что-то вспомнить, я не знаю. Короче. Интеллект-чек. Да. А она ее не понимает. 17. О, браслетики. А, ты одела? Плюс она тонко надела. Да. Это такая Юми, которая смотрит. Надеваю браслет. У меня 17. Ты тоже сказал. Да. Блин, я не знаю, Мария. Ладно, пусть будет так. Аве Мария. Меч, надо было. Типа, Аве Мария. Значит, И так родились крестовые. да, вот реально, again. And again. Сделаем крестовым походу снова великими, да? Мы их Вот это оставь в субтитрах. Let's make Crusaders great again. Хорошо, значит, она смотрит на тебя, ее взгляд внезапно из такого немножко испуганного, сконфьюженного и немножко разозленного во время боя становится внезапно очень спокойным и говорит: «Не беспокойся, Мария, посланница Господа. Все будет хорошо», — говорит она, и прикладывает к тебе руку, останавливая тебя, до флов. Я чувствую приятное тепло внутри. Кажется, я забеременел. Если бы... Ну что, Мария же осталась здесь. Да. От... Тут у нее все запокали взаимодействие. Стойте, подождите, это лесбийский секс до того, как его изобрели. Даже не Ну не... В наше время! Ты бы был там Я напомню, что про лесбийский секс originated с острова Лесбос в Древней Греции во времена Древней Греции. А там также у вас есть змея, язык, который позволяет сказать много об этом всем. Да. Ладно, хорошо, извините. Вот Окей, у меня важный вопрос. Мне нужно эти 3 хода не прерывать, то есть если я прерву... Один считаешь, что ты уже сделал, это была твоя заявка. Собственно, тебе нужно дважды потратить экшен на то, чтобы говорить. Окей. Значит, Вопрос. ты можешь на латыни что-нибудь сочетать и ведь хочешь. Я понимаю, но я вижу ли я этих, как называется, пузанов? Да, они начинают конвержиться потихонечку не в твою сторону, я еще не понимаю, что ты делаешь, они конвержатся, в принципе, in your general direction, вы близко стоите. Тогда небольшое уточнение, я пока еще не вошел. Окей. Возможно ли мне потратить старший аркан на то, чтобы мне сделать спелл и тем не менее продолжить читать? Да, я считаю, да. Окей, Дамьен читает книгу... Грубо говоря, я тебе гранчу Quicken Spell на один раз. Сейчас один такой вопрос. Он концентрируется на том, чтобы когда... Да, поэтому спел, который ты сейчас кастуешь, не концентрация, если что. Это не концентрация. Аркан дай. Собственно, он читает
как называется, книгу. Да. Можно телевизор. сказать, что это за аркан? Это Ну это как бы маг. кто я и есть. Собственно, он, читая книгу, так продолжает читать, коротко поднимает взгляд так из-под очков с подлови, видя этих пузанов, быстро взмахивает рукой, вокруг него появляется как будто бы состоящая из акварельной краски линия, и вокруг него вычерчивается полный латный доспех. Mage Armor. Окей, хорошо. И продолжает читать. Звучало логично. Хорошо. Ход. Наконец-то доковылявшись до часовни Реми, позевывая, Фразой слышу сейк, вздевает свой шотган, выбивает дверь с ноги. Listen up, you primitive screwheads! This is my boomstick! Идеально. Это как ты уже бензопила сказал. Ближайшего, не знаю, что-то 6, наверное, просто лицо. Нет, это какой-то старший. Саша Аркан 6, да. Это Можешь любовники. адвантаж на сейвы себе давать. Ближайшего пузана, который конвержится на General Direction, летит Firebolt и Eldritch Blast. Eldritch, то есть Форс баллиста из Eldritch Cannon. Так, 22 на Firebolt. И я, наверное... Так, да, добавлю... Он можете адвантаж давать? Нет, я могу вот это, я могу потратить на половину же плюс атаки или Да, все плюс атаки. половину плюс урону или полный плюс атаки. Так, ну, давай, наверное, полный плюс атаки. Это 16 и 20. Оба, да. Yes. Ты в одного, да, это все залепляешь? Ну, в одного. Давай по очереди. Сначала фаербол, фигани. Давай. Так, это нужно для 10. 10. Угу. Ты видишь, что он пламенеет и очень громко вопит. Он ранен. Угу. Так, и 2d8. 6. 5. И еще 11. В момент выстрела из твоего дробовика контакт твоего патрона с... имеется в виду боеприпасы. Я помню вчера с этой странной, очень жирной тварью, и она взрывается. Там много... еще ее отталкивает на 5 футов, так что она взрывается и поливает идущих за ней этих тварей потрохами. Буквально на полсекунды отвлекается Дамьен, смотрит. Выглядит как неплохой экспрессионизм. Я думал, импрессионизм. Импрессионизм. Дамьен отметил, Дамьен собирается это зарисовать. Стоит Повернувшись к Реми, Святого Реми в часовню при монастыре. Реми, в следующий раз вот в тот угол красок добавь. Два этих существа начинают тянуться в вашу сторону, подходят непосредственно к тебе, Реми, увидев, что ты утворил с их товарищем. Вот. И пытаются тебя укусить. Причем они атакуют следующим образом. Это, грубо говоря, 5 тел, которые смежены спинами вместе. 4. Нет, ты одного из пузанов взорвал. 5 тел. Каждая из них это 5 тел, которые смежены вместе спинами. 5 мужских тел. И они атакуют следующим образом. Одна голова кусает. Уворачивается, вторая голова кусает. Ну, 5 атак не будет, конечно же. Вот, но тем не менее. 12. Мимо. Пусть. Сколько шилда дает? Плюс 5? 5. Шилда. Щит поднимается. Вот, значит, ну как, типа первые зубами общелкивает просто со стороны, а второй напарывается на какую-то невидимую преграду. Зубки не поломал? Вот, это был один. Угу. А теперь второй на тебя тоже набрасывается просто так вот. На фронт, что называется. 21. Да? Попадание.
Ну, хорошо, давай второй кину тоже. 9. Что он тебя кусает, и ты чувствуешь, как у тебя горит то место, которое ты кусаешь, как будто тебе кровь там начинает гореть. Это 7 poison дэмэджа. И кинь, пожалуйста, на силу сейв. Not one. 5. Так, а это я что-то с этим могу сделать? Кинуть advantage на сейв ты можешь делать. Advantage на сейв. Вообще, да, тебе сейчас... 6. Тогда возвращай вот это. Замечательно. Ты чувствуешь себя отравленным куницей. Окей, шорт-сорт. Единица. Нет, это единица. Нет, это единица. Хорошо. Нет, стоп. Нет, это семерка. Это семерка. Что ж ты все время семерку? Ну, блин. Возьми другой девайс. 7 плюс 5, 12. 12. Есть попадание? Фига. Сколько ты успеешь же дочитать заклинание, почему? Значит, давай я брошу дэмэдж. Это будет 1d6. Нет, это будет 3d6, из которых 1d6. Да. 5 пирсинга. 5 слэшинга, прошу прощения. 5 слэшинга. 5 плюс 4 радианта. Еще 9 радианта. 9 радианта плюс 3 слэшинга. То есть 12, да? Окей. Бонус экшен. Он ранен. Бонус экшен. Арбалет. Я игнорирую. Да, я помню, То есть, грубо говоря, ты сейчас наносишь удар, который светящийся меч буквально изжигает его плоть, и стоило ему немножко развернуться, ты прогибаешь. Давай. Это 17. Да. Это 17, и это будет... Ну, он не Хоманс. Поэтому это будет... Ты еще больше бонусов, бонусов. Конечно. Это будет еще 7 пирсинга. Что значит, и болт втыкается ему прям вот куда-нибудь, куда-то в ключицу. У меня... И я отмываюсь от него. Мне так нравится такое лопоглазенькое лицо вот сейчас. Хорошо, ход Аены. Конечно, я так и сделаю. Да, я смотрю на поле боя, вижу, как Реми кусают. У Сесостриса все хорошо, как я вижу. Ну, смотри, его укусили не до края, то есть его даже не укусили, скорее зубы. Да его просто кусают, делают укусить. Просто наседают. Ты видишь, что он сражается, да. Да. Ну что, я такая говорю, Жене, сейчас, подожди прям секунду, я отвлекусь, смотрю на вот это Abomination и... Одно из этих тварей. Ну да, которая на... Из 5 тел, которые... Да, в общем, нашитые тела вместе с собой, и я кастую Ray Frost. Запускай луч до 20. Пожалуйста, попади, Боже, давай. Ну, хоть разок. 10 плюс 4 у меня, по-моему. Да, спала так, бонус 14. Попало. Еее! Так, а урона там сколько сейчас? 1 до 8. 8. 8. Так, там... Луч ударяет в эту тварь, но видно, что ее кожа немножечко синеет, и она не начинает прям мерзнуть. Это как будто его реальная кожа проявляется. Резист. Да. А, кстати, ты сказал, что ты скажешь, как реагирует демон на радиант. Ты не сказал. Сейчас он отреагирует, потому что до этого ты его еще не так сильно ударил. Сейчас ты его ударил очень сильно. Все? Резист работал, да? Да. Да, есть, но он на том же замедлен в любом случае. Все, хорошо. Ход Сесустриса. Продолжай во имя Ра. Да, во имя Ра разрезать этого демона, злого духа на части. Просто пролетай. 15. 15, да, есть. Давай. Ну, с буем Давай, Пирос. Во имя Ра.
Давай, Ваймирак. Ра, прям со мной сегодня! Что там прям рау? 11 урона. Такого. Ну, будь здоров. 8 на D8. Ну, короче, 11 урона, и опять он начинает, ну, короче, воздух продолжает вокруг него вибрировать. Он чувствует себя немножко стесненным в движениях. Вот, и как раз сейчас его ходы, поэтому описываю. Я кричу, кстати, ему: вылезай из тот камень, из-под которого ты выполз, грязная мерзкая тварь. Анубис тебя не отпускал. Уберите это, иначе я уберу вас. Орет он на вас, и он двигается. Окей. Наступает на лавку, она под его весом почему-то крашится. 4 урона еще. Угу. Он от меня отходит? Пожалуйста. 14. Да. Да, 4 урона. Так. Единица, 108 единиц. А ты плюс Бывает. Ну, 3, я сказал. 4 урона. Сесострис пытается, собственно, сражаться с ним, догнать его, но он просто без конца продолжает идти. Но в любом случае я ему оставляю на спине такой порез. Порез остается, он прям determined, он очень упрям, он идет к Куницыну. Угу. И он пытается своей бородой в цепях распороть тебе лицо. 17. Да, попал. Один пирсинг урона, и он атакует тебя глефой. Встаю. 16. Попал. Значит, лезвие глефы с мерцающим инфернальным огнем проносится прямо перед твоими глазами. Наносит тебе, сейчас посмотрим, какой силы порез на самом деле. 15. Кидай Constitution Save, потому что ты ранен, тебя порезали этим делом. 10. Ты чувствуешь, как эта рана горит. В начале своего следующего хода ты получишь урон. Ход Жанны. Жанна видит это. И рвется в твою сторону, пытаясь каким-то образом оббежать одну из тварей, которая у входа. Иначе ей придется по лапкам прыгать. Вот. Тварь зацепляет ее за плечо, срывая с нее плащ. Вот. Она издает легкий вскрик, но тем не менее она прыгает, допрыгивает до тебя и что-то нашептывая какую-то молитву Shield of Faith. Что он делал? Плюс 20. Ход Дамьена. Какие знакомые паладинские вещи. Если я помню, мне оставался всего один раунд дочитать. Вот сейчас идет. И, собственно, ну, я так понимаю, наш Реми вполне себе держится против двух жердяев. А вот Максиму не очень, поэтому Дамьен дочитывает заклинание до конца. Золотинь на 18 секунд. Найти бы мне что-нибудь. Виномин Патрис. Номина Патрис, Санкти Клирикум. Эфили. Спиритум Санкти. Имя демона. Швагар Бжеженчукевич. Ну правильно, имя Швагар. Что ты хочешь, чтобы он сделал? Во-первых, Халт. Иди. До конца весен. Он останавливается. Всем твоим слугам, находящимся в этой часовне, застыть на месте, не шевелиться до тех пор, пока не будет приказано обратное. Стоять бояться! Передает он ему. Теперь расскажи все, что ты здесь делал со времен твоего здесь появления. Он смотрит на тебя, у тебя такой легкий гипнотизирующий взгляд на тебя, и ты
в очень быстром формате переживаешь все, что он здесь сделал. Это довольно маленькое количество информации, потому что где-то 90% из этого состоит из того, что ты находишься в бутылке, грубо говоря, какой-то запечатанной. После чего он выбирается, его открывает Аббатиса. Вот, еще будучи обычной монашкой, через некоторое время он превращает монастырь в что-то типа фабрику вот этих вот тварей. Каждый беженец, мужчина, который сюда приходит, становится материалом для вот этих вот демонов. Каждая женщина, которая приходит беженцем, становится монашка, пока ее душа не иссякает и она не умирает своей смертью. Но пока она не иссякает, по ночам здесь устраиваются какие-то просто очень похабные вещи, выразимся так. Он ходит среди них, они танцуют для него без белья. Demons are the girl's best friend. Дамьен стоит, снимает очки. Я видел примерно выкладку в 80 гигабайт порнохаба только что. Монахи не находятся... Отвечай, монахи не находятся под твоим контролем? Да. Сними с них всех свой контроль. Не могу, пока я в этом realm. Пока ты в этом что? В realm. В мире же. В мире материал плейне. На материал плейне. Отправляй уже обратно на... Кварплату за нас забрать. Тогда... Есть одно слово, которое ты в книжке прочел, которое очень, хорошо действует, да? Изыди называется. Да. Отны... я понимаю, что язык. Все это твоя задумка об Атессе или твоя? Ее. Ты говоришь истину или ты отвечай истинно? Это мой приказ. Я давал ей еду. Да-да-да, тебе кресло тарят. Окей. Возьми кресло в паре. Что ж. Толково придумано, замечу. Хороший бизнес-план. Но прогорел на гранях. Но вы не заплатили налоги. Будем считать тебя из налоговой. А посему, Швагар, отныне ты отправляешься в свой реалм, снимешь свой контроль с этого монастыря и всех находящихся здесь людей, и будешь целую вечность еще сильнее, чем во всех этих Ужас в его глазах. И в черный вот такой дым он ее полностью обволакивает, и когда дым опадает, его уже нет, он ушел в ад. Амен, говорит он, снимая Что с его миньонами? Миньоны распадаются каждый на 5 трупов. Ну, пока они это делают, я успею всадить в того ближайшего, который меня кусал, заряд из дроваша. Я хочу тебе сказать, да, собственно, хорошо, оно распадается уже не на 5 тел, а на 2 неполных. Ты своим дробашом, честно говоря, один дробаш, одна тварь, вот реально. One shot, one kill. Вы видите, Кряхтя встает. мы уже ближе к завершению, вы видите выражение ужаса на лице Жанны, которая услышала сейчас то, что говорил демон. Я не слышу, я развернулся и пошел. Я отправился спать, я понял. Я Максим, видел... да мне подходит. Ты живой? Живой. Но мне пора на пенсию. Вы видите же, как Жанна снимает факел со стены. Будем жечь монастырь. Господи, почему? Ты произносишь это? Да, Браслет на тебе? да. Она поворачивается себе. 250? Я выгляжу как змея, если что. Ну, знаешь, ты сражался сейчас на ее стороне как-то. Also, я напоминаю, нелюди не настолько не в фаворе, сколько маги. Ты говорил, что и магу... Я магию использовал, ничего так? Но ты сражался на ее стороне, с демоном. Это другое. Она поворачивается на тебя и говорит: My thoughts exactly.
Это все место нужно придать огню. Разбудите меня, пожалуйста. Дамьенос поднимает пальцы. Меня разбудите. Находящиеся здесь монахини могут быть невиновны. Монахи? Окей, persuasion check. Я, кстати, говорю, что они же осквернены злым духом. А я пока ищу в сумочке всякие кушаны, что Так, подойдет. это 18. А у меня вопрос. Я как бы за то, чтобы их убить. Можешь подождать? То есть я могу сделать дезадвансированное persuasion? Или вы persuasion? Хорошо, 18. А теперь ты persuasion. Ну не, говоря, мой persuasion. Грубо говоря, вокруг Жанны появляется такой ангелочек, дьяволенок, который один говорит «убей их всех», а другой говорит «спаси хотя бы этих». Жанна смотрит на вас обоих. Вы можете, пожалуйста, вынести моих соратников отсюда? Конечно. Они живы? Им Они, нужна помощь? они живы, говорит она. Я бы сверил, что их раны не смертельные, но им помощь нужна будет за пределами монастыря. Разумеется. Жанна подходит к Сесострасу и говорит: «Я вижу вас первый раз, но я видела, как вы сражались на моей стороне, и я видела, как вы сражались вместе с очень уважаемым мной человеком», — говорит она. «Как только мы выведем наших спутников за пределы монастыря, я бы попросила вас помочь мне связать монашек». Говорит, мы их отвезем к епископу Томазо, который проверит, не осталось ли на них какой-либо скверны. Ну, А Батиса остается здесь. я помолюсь за них. Просто я воин Бога. Воистину. Воистину, воин Как Бога. он говорит, Господь тоже разговаривает с вами? Постоянно. Воистину интересные времена наступили во Франции. В таком случае победа будет точно с нами. Вы начинаете вместе вытаскивать, на самом деле она помогает тебе выбраться. Ну, я, в принципе, уже как бы с 6 хп я как-то кряхтя встаю. Ну, просто, блин, я большой 60 с хрена-летний понятное мужик, дело. как бы, Я она тебя помогу. 15-летняя девочка. Я тебя вынесу. Ну, она будет все равно пытаться. Ну, да. В лучшем случае я могу едва-едва на нее опереться, иначе она свалится. Дамьен подходит и говорит: наш друг все еще в келье. Это во-первых. Я схожу до Я них. считаю, что его вывели. А во-вторых, если позволите, тогда дайте уж я сожгу этот монастырь. Он смотрит по сторонам. И я тоже хотел бы поучаствовать. Вам, А Яна при этом летает над ними двоими и говорит: вам все-таки... не давай ему ничего. Она просто перебивает. Говорит, все-таки ваши руки еще чистые. И лучше им оставаться чистыми как можно дольше. Хорошо. Она передает вам обоим по факелу. Я зажигаю свой меч, ну, как бы факел тоже держу. Держи факел. Но я зажигаю свой меч этим священным пламенем Ра, и тоже начинаю все как бы сжигать. Факелы летят в монастырь. Внутри занимается пламя. Монашку же вывели. Яна, проследи, чтобы эта Аббатиса не ушла. Всех С беженцев воздуха. вывели? Да. Ну, беженцев как? Только монашки-то и остались. Беженцы, Она как смотрит, ты видел, внутри вы превратились. Да. Твари. Через воздух. Рэми. Рэмби С воздуха вытащили, наблюдать, конечно, вокруг, чтобы конечно. она не сбежала там как-нибудь из монастыря. А Яна так В подтверждение твоих смотрит. слов вы слышите вопль. Все хорошо. Впятером, повернутые спиной к монастырю, уходите от горящего этого комплекса дальше по пути в Женон.